Привет. До выхода World of Tanks Blitz Reforged Update осталось всего полмесяца, а мне до сих пор приходит огромное количество вопросов про это обновление. Что вообще такое Reforged, где его скачать, какая там производительность, и самое главное, что вообще ждет игру после выхода обновления. Поэтому в этом видео я решил собрать всю информацию, которую удалось найти, ответить на самые популярные вопросы и подробно рассказать, что такое вот Blitz Reforged Update. Если коротко, это одно из самых масштабных обновлений за всю историю вот Blitz. Игра переходит на новый движок Unreal Engine 5, из-за чего мы получаем совершенно новую графику, освещение, эффекты и физику. При этом это обновление касается именно World of Tanks Blitz от компании Wargaming. Сегодня посмотрим, что уже есть в Reforged Update, что появится, а чего уже, наверное, не будет. Пока ты ставишь лайк, я показываю сеты танков. В Reforged не будет веток исследований, вместо них появятся сеты танков. По сути, это та же самая ветка исследований, просто опыт теперь общий для всех танков. Играя на любом танке из сета, ты будешь зарабатывать опыт, с помощью которого будет повышаться уровень сета. При достижении определенного уровня сета, тебе открывается возможность купить следующий танк из ветки. Как ты мог заметить, свободный опыт пропал. Теперь вместо него дата-карты. Они, как и сертификат на свободный опыт, имеют 4 степени редкости. Использовав их, ты добавишь определенное количество опыта в сет, тем самым сможешь пропустить несколько танков. И самое интересное, ты можешь прокачивать ветку, играя на коллекционных и премиумных танках. Я не уверен в этом на 100%, поэтому если ты знаешь, напиши в комментарии. За прохождение всего сета ты сможешь открывать специальный контейнер сета, в котором падают жетоны коллекционера. Их можно обменять на всякие награды в специальном разделе магазина. Будет ли тут меняться ассортимент или нет, пока неизвестно. Следующая на очереди прокачка модулей. Опыт теперь нужен только для исследования танков, поэтому модули прокачиваются за серебро. Причем теперь прокачка модулей меняет гораздо больше характеристик, чем раньше. Теперь придется прокачивать и корпус танка, правда визуально меняться он не будет. К сожалению, специально поставить стоковый модуль не получится, но возможность поставить альтернативное орудие сохранилась. Кстати, при просмотре характеристик танка появился переключатель, который позволяет сравнить стоковый и полностью вкачанный танк. Очень удобная фишка. А еще у каждого танка появилось описание его роли в бою. Оно, конечно, иногда не совсем корректное, но в основном правильное. Еще был частый вопрос про продажу танков. Продавать танки в Reforged нельзя. Как по мне, это очень странное решение. Но тогда вопрос, а что если я уже продал кучу танков? Ну и на это тоже есть ответ. Если вы продали танки до выхода обновления, вы можете спокойно восстановить их через хранилище. Вот эти странные штуки и есть ваши танки. Восстанавливаются они по той же цене, что и в обычном блице. Как вы могли заметить, танки с 1 по 3 уровень куда-то пропали. Они переехали на особый уровень, который называется винтажным. Здесь машины подбираются в отдельный рандом, в котором играют только между собой. Все эти брелки сбалансированы, чтобы подходить друг к другу, поэтому играть на них должно быть интересней. Совершенно новая фишка – аренда танков. Теперь потратив специальный билет, можно арендовать почти любой прокачиваемый или премиумный танк на 3 боя в течение одного дня. Единственные танки, которые нельзя арендовать, это особенные, которые помечаются вот в этом месте. Бои на арендованных танках учитываются в статистике, и если ты снова в будущем получишь этот танк, можно продолжить делать на нем результаты. Арендованный танк также получает все слоты оборудования и отдельно сортируется на карусели танков. Одновременно хранить можно лишь 5 билетов аренды, но премиум аккаунт расширяет это число до 10. Получать эти билеты можно из различных ящиков, например, из базового недельного запаса. Некоторые изменения произошли и со снаряжением танка. Как вы могли заметить, амуниция как отдельный предмет исчезла. Ее бонусы переместились в оборудование. Меню выбора снаряжения визуально изменилось, но глобально ничего не поменялось. Теперь бронебойные фугасные снаряды бесконечные, а премиумные можно купить только за серебро. Кто-то вообще покупал их за золото. Также прямо тут можно почитать про особенности всех видов снарядов. Как я сказал, бафы от амуниции переехали в оборудование. Но это не единственное изменение. Разные ячейки оборудования поменяли свои бонусы. Например, турбированный двигатель теперь дает бонус к максимальной скорости, подобно турбофорсажу. Поэтому стоит изучить, что и где изменилось. Раньше нам хотели добавить командиров, но теперь вернули привычные навыки экипажа. Единственное отличие, теперь для ускорения их прокачки тебе не нужен элитный опыт. Ускорение проходит за счет серебра и золота. Камуфляжи теперь называются стилями, подобно большим танкам. Их применение не поменялось, разве что появился переключатель, устанавливающий один камуфляж для всех типов карт. Теперь о интерфейсе. В целом, много что осталось привычным. В хранилище появилась сортировка, профиль игрока немного поменял свои кнопки, а клановые, личные, сезонные задачки вообще остались без изменений. Но можно заметить одно. Кнопки менюшек теперь переехали наверх, как в больших танках. Правда, забавно то, что в больших танках кнопки тоже переехали, но уже налево, как в блице. Еще можно заметить места под атрибуты ангара. Их теперь 4 вместо 2. Из пасхалок при нажатии на мяч он полетит в ворота, а по ангару в случайных местах появляется уборщик. А еще магазин стал снова линейным, как в далеком 2019. В разделе танков появилась новая кнопка, называется «Все танки». Она отображает абсолютно все танки в игре, и на самом деле это круто. Здесь можно, например, подобрать танк не только по нации и классу, но и по его особенностям.
Также здесь можно узнавать о существовании подобных монстров или прочих редких танков. Изменилась также система фарма и премиализации. В обычном бритце ты можешь просто премиализовать танк и увеличить его доходность. В Reforged же теперь 4 степени доходности. Они увеличивают бонус серебра от медалей, а также само количество медалей, за которые ты получишь награду. Премиумные танки имеют 4 максимальный уровень доходности, коллекционные 3, а арендованные только 1. Если танк раньше был премиум, но стал коллекционкой, как Бураск, например, его доходность все равно будет на уровне премиум танка. Теперь наконец-то зайдем в бой. Изменилось тут много чего. Освещение, текстуры, эффекты и физика, это, тут есть на что посмотреть. Сверху теперь отображается количество живых танков в команде, а не количество фрагов. Танчики красиво взрываются, гусеницы искрят на асфальте, а объекты детализированно разлетаются. Прям красота. На Медилбурге разницу освещения почти не видно, но Балтийский щит или канал прям очень сильно преобразились. Естественно, такая сказка в 60 FPS работает только на мощных компьютерах. На телефоне или на компе послабее уже придется понижать графику, и это грустно. Определенный список устройств вообще перестанет поддерживать Блиц. А какие именно устройства придется выбросить, смотрите на официальном сайте игры. Одно из главных ощущений боя – физика. В Reforged физика более правдоподобна и заметно лучше блицовской, по большей части потому, что позволяет проще заезжать на некоторые позиции. А также позволяет танку не застревать от малейшей преграды. В целом, физика неплохая. Она приятнее как геймплейно, так и визуально. Однако у нее есть существенные проблемы с весом танка и заезда на всякие преграды. Еще я заметил проблемы с поворотами. По ощущениям, в Reforged танки весят меньше, из-за чего им проще и ехать, и поворачивать. Нет ли у вас ощущения, что на этом видео танк едет как-то слишком быстро? Ну а еще танки теперь умеют переворачиваться. Да. А еще в Reforged почему-то отсутствует физика воды. Ну, наверное, позже добавят. Но иногда физика все-таки перегибает палку. Покопавшись в настройках, можно найти пару новых фишек. В Reforged теперь есть 3 вида подсветки брони, 2 вида стрелок направления движения, 2 вида кружков сведения и несколько режимов цветовой слепоты. И самое прикольное — режимы постобработки. Здесь можно поменять немножко тон изображения, сделать его теплее или холоднее. А теперь самый частый вопрос. Как поиграть в Reforged, пока он не вышел? Все максимально просто. На странице Блица в библиотеке нажимаем «Страница в магазине» или ставим чуть ниже. И видим кнопку «Сыграть плейтест». Все максимально просто. Сейчас как раз проходит превью Weekend, поэтому до 1 июня вы сможете зайти и попробовать Reforged самостоятельно. Надеюсь, я смог ответить на ваши вопросы. Но если я что-то забыл или у тебя есть еще вопросы, то пиши комментарии, я постараюсь помочь. Спасибо всем, кто был. Пока.